Всем привет, я Ирина Шагу, и вы на моем канале. И сегодняшнее видео я посвящаю прижимной лапке для вшивания потайной молнии. В своем видео я использую прижимную лапку от компании Бразер, которая совсем недавно внесла определенные изменения в конструкцию этой прижимной лапки, а именно добавила вот этот вот элемент на самом кончике лапки, которого раньше не было. И с помощью этого элемента процесс пристрачивания потайной молнии к изделию намного стал проще, чем это было раньше. То есть с помощью вот этого маленького усика, я вам, конечно же, в видео покажу, как это работает, нам теперь нет необходимости заранее приутюживать зубья нашей молнии. Итак, у нас есть две детали, которые сострочены по шву. И в это место нам необходимо строчить, установить нашу потайную молнию. Для этого мы сейчас продолжим вот эту вот строчку, только прострочим ее очень длинными стежками, совершим как бы наметочную строчку. Увеличим длину стежка до максимума. В моей машинке это 5. И проложим строчку на расстоянии 1 сантиметр от края, без каких-либо закрепок. Далее нам необходимо разутюжить этот шов. Установим нашу прижимную лапку для притачивания потайной молнии. Для этого убираем стандартную лапку и устанавливаем лапку для молнии. Обязательно выбираем центральное положение иглы, потому что, как вы видите, на лапке есть только центральное отверстие. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы наша игла ударялась о металлическую лапку, иначе мы ее сломаем. Мы разутюжили наш шов, и теперь что нам нужно сделать дальше? Теперь нам необходимо нашу молнию лицевой стороной приложить вот таким вот образом посередине нашего шва. Здесь мы на шве также отметили границу, по которой будет находиться молния. И теперь нам необходимо эту молнию приметать к припуску на шов. Предварительно я буду использовать булавочки. После того, как мы выполнили наметку нашей молнии, мы можем распустить шов, который мы прошивали с очень длинными стежками, то есть наш наметочный шов. Нам будет сделать это легко, потому что стежки очень длинные и легко поддаются распарыванию. Дальше нам необходимо расстегнуть нашу молнию, прострочить ее. Подкладываем под лапку нашу заготовку таким образом, чтобы припуск был разложен. И устанавливаем вот эту вот направляющую нашей лапки прям глубоко под вот этот зубчик, под зубчики молнии, отгибая их. И начинаем строчить. Вы видите, что когда мы прострачиваем, у нас вот этот вот наш металлический усик, он
предварительно отгибает нам зубчики молнии. И если бы мы шили с обычной, да, лапкой для потайной молнии, где нет вот этого выступа, то нам пришлось бы, возможно, предварительно утюгом заутюживать, открывая вот эти вот зубчики. То есть с этой лапкой намного удобнее делать строчку максимально близко к зубчикам. Строчку останавливаем максимально далеко, точнее максимально близко к нашей собачке. Когда уже лапка совсем не может дальше идти, мы делаем закрепку. И переходим к противоположной стороне. Здесь также удобно это делать с центральным положением иглы, потому что в лапке есть симметричные желобки. Как вы видите, при близком рассмотрении мы не видим строчку. Если строчки не видно, значит мы сделали все правильно. Нашу строчку видно только если мы с усилием отгибаем наши зубчики. Проверяем на лицевой стороне. Закрываем нашу молнию. И на лицевой стороне проверяем. Если мы молнию не видим, то мы сделали все правильно. У нас все идеально ровно и четко. Для завершения нашей работы нам необходимо снять наметку, во-первых, да, а во-вторых, застрочить промежуток, который у нас остается из-за того, что мы не можем подобраться очень близко к собачке, когда мы притачиваем молнию. То есть нам нужно зашить вот этот вот маленький промежуток, чтобы в изделии не было дырки. Для этого чаще всего используется лапка, которая идет почти со всеми машинами в комплекте. Это лапка для пришивания обычной молнии. Выглядит она вот так вот. И мы сейчас должны ее установить. Устанавливаем ее таким образом, чтобы игла у нас находилась справа. Подкладываем нашу заготовку под лапку и смотрим, чтобы у нас игла попадала четко в строчку, которая уже у нас есть стачивающая. Делаем закрепку. И когда мы строчим до вот этой вот строчки, нам не обязательно стараться в нее попасть. Мы можем подойти к ней на расстояние 1 сантиметр и перекрыть ее примерно на 2 миллиметра. И снова сделать закрепку. То есть строчка у нас должна получиться примерно вот так. Мы разворачиваем наше изделие и смотрим, обращаем внимание на то место, где мы делали сейчас вот этот вот шов и зашивали наше отверстие. Тут должно быть все идеально ровно, но мы сейчас еще сделаем финальное ВТО. Хотя у нас и так видно, что все получилось. Снимаем наметку с молнии и, в принципе, все готово. Я надеюсь, это видео было вам полезно, но если остались какие-то вопросы, пишите, я буду рада на них ответить. Ну а в качестве вашей благодарности я с преогромнейшим удовольствием приму ваш лайк и подписку. Ну а на сегодня пока все. До новых встреч. Пока-пока.